Всем привет! Сегодня у нас сплав по реке Выпить, Калужская область, район Козельска. В большом составе нас сегодня будет аж 6 человек. Вот, по пути мы тут увидели церковь. Сейчас я вам вкратце ее покажу по периметру быстренько. Огромное строение. Смотрите, какой рисунок на потолке. Вообще очень внушительная конструкция. И он маленький Макс стоит в конце. А личные пролеты, Макс, там по бокам были часовню. Сбоку, да, но там ничего не осталось. То есть там сейчас леса строительные разбитые. И все. Все, сейчас уже будем стартовать. Мы сегодня едем на двух машинах. На одной мы с Максом, с двумя каяками. А на второй машине едет Дэн, Люда, Аня и Леха. Ну, наверное, со всеми еще с ним познакомимся. Когда-то давным-давно, несколько лет назад, когда мы в первый раз пошли в поход на каяках, мы залезали на стога сена. К сожалению, мы тогда не снимали ролики. Это был, кстати, один из самых классных походов, в котором мы были. Кстати, напишите в комментариях, как правильно это называется. А мы сюда сейчас попробуем залезть. Все, я снимаю штаны. Убери камеру. Давай, давай, давай. Добрались до деревни Мелихова, и вот по такой дороге как-то пытаемся пробраться до реки. Что случилось? Осторожней там. Поосторожней там? До этого, то есть, вот все было нормально. То есть вот это ерунда, да, была? А там, значит, надо быть поосторожнее, да? Да. Я понял. Будем поосторожнее. В общем, мы докуда-то доехали. Здесь явно какая-то переправа, через которую моя машина никаким образом не проедет. А речка уже вот здесь, уже даже она видна. Мы сейчас решили с Максом выйти, посмотреть на нее первый раз и записать наши первые впечатления о том, что мы увидим. Для тех, кто не в курсе, вообще как мы здесь оказались, надо рассказать. Один из наших подписчиков оставил комментарий под роликом и предложил нам посетить данную реку, о которой мы до этого фактически не знали. Река эта течет параллельно Ресете, район этот нам известен, но никогда на эту речку мы внимания не обращали. Вот. И благодаря усилиям этого человека мы здесь и оказались. Приехала вторая половина команды. Привет, привет. Это Людмила. Людмила, здравствуйте. Здравствуйте. Это Алексей. Алексей. Добрый день. Алексей. Сегодня, кстати, у нас была возможность получить еще одного члена экипажа, который на самом деле должен был поучаствовать в нескольких походах, но Я знаю, о ком речь. запятнал себя бесчестием. Свою репутацию. Он запятнал себя бесчестием, и у него сегодня была возможность искупить свою вину. Но он этот шанс не использовал. Это ужасно. Поэтому, ну ладно, мы тебя прощаем все равно. Я нет. Я Он тоже нет. 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 Я простил только он. Только Дэн тебя простил. Называйте меня Дэн Милосердный. Дэн Милосердный. Или мягкотелый, там, как хотите. Уже нравится. Песочек. Красиво. Песчаные берега будут, песчаное дно. Мы, кстати, когда ехали, видели с Максом лесу. Прикинь? Давай. Прям через дорогу она перебегала, вот пару деревень назад. Она причем вышла на дорогу, остановилась. Мы прям практически к ней подъехали, подсняли. И только после этого она ушла. А вот и леса. Навстречу нам вышла. Таких явлений природы мы еще не видели. Шла вниз, да. Не поспешились. Офигеть.
Ну что, Люда, как тебе речка? Ну, река такая. Не, ну, если что, это, кстати, очень, очень красивая река. Вот Да. конкретно в А. этом месте это очень красиво сейчас. Замечательно. Да. Нет, правда, мы не шутим сейчас. А там дальше это шевелится. Ну, Второй раз. река, водичка, ну, течет, бывает. Очень интересно. Пойдем найдем, что Здорово, шевелится. Может, змея какая-нибудь. Жесть. классно. Как вы помните, у нас есть традиция каждый поход либо добывать ящеров, либо добывать змей. Царь решил поймать змею на палец. Короче, мы стартанули в 14:20 почти, что беспрецедентно поздно. Макс, как Wilderness? Вообще нравится пока что. Да? Очень круто. Как Как? Валберес? Wildberries, да. Впереди слышен очень громкий звук воды. Либо какой-то перекатик, либо быстрина. Давай, с газком, с газком. Ой. Такой уклон на самом деле сильный, на камеру не видно, но прям очень сильный уклон вниз. Как будто прям на море. Ух ты, поворот какой резкий! Оба! Поздравляю с прохождением. Вы сейчас порвете борт. Ребят. Не, кстати. Прям на грани. Борьба за жизнь. Чье имя нельзя называть, решила туристам урок преподать. Обрушили печальные. березы с крутых берегов, не зная, что каждый из нас был готов Идите, все нормально. к обносам и мелям, крутым берегам, к отсутствию связи и мокрым ногам. Сквозь тернии реки даже шуя прошла, но вскоре вода в шкуре дырку нашла. Хмернецкие, вы если уплываете вперед, то лишаете зрителей контента, понимаете? Потому что нет диалога, Да, гребете мы вас догнать не можем. Максу пришлось двигатель включать. У вас есть такой двигатель? Конечно. А я думала, моторчик в жопе. И Только шило. у Карлсона только моторчик есть. Ох уж эти прелести вот этих надувных байдарочек. Как это, насколько же это лучше, мобильнее и быстрее, чем каяк. И удобнее, да. Поджавшие хвосты покидают баркас, сухие припасы, одежды и запас, как крысы бегут с корабля, унося надежду маршрут завершить допоздна. Так, давай смотри теперь под ноги. Ищите вдоль вот этих вот штук где-то прорывы. 100% Вот нет это? в жопе. Вот. Да, во, нормальный прорыв, короче. Сейчас засклеим скотчем. Я думаю, это он. Вот тут еще нет. Или это еще не прорыв? Не. Именно он тоже сюда фиксируется. А вы можете рассказать нам, как вам, можно сказать, впервые за долгое время находиться в байдарке с любимым мужем? Тяжело, но терпимо. Итак, походный быстрый ремонт байдарки
Это и первый Под раз. руководством самого опытного. Нож без Он меня хочет меня зарезать прямо сейчас. А может это потому, что вот эта штучка не на не середине? штучке, да, не на Ну, середине. типа того. Уважаемые производители байдарок, сделайте, пожалуйста, вот эту штучку посередине. Она Этой штучки. Не-не, посередине другой штучки. Это временный ремонт. Потом мы Вот царя. сделаем красивую, хорошую Он заплатку. противный. Дом Царь уже. противный. И вторую с другой стороны такую же. Просто черном чтобы списке наверняка. нет. Посмотрите, все посмотрели. Вдоль байдарки нет ли сделала свой выбор. Нож, пожалуйста. Ну вот мне дать 5 хочешь. Ну, я тебе 5 дам, и нож давай Дай. сюда, на всякий случай. Здесь просто... чертов берег. Очередь наших надувных друзей. Да ша, пройдем. Филяпы. Филигранное выполнение прохождения испытания. Мастер. Лайк, подписка, колокольчик. Не забывайте. Денис, как вам все-таки байдарка? Расскажите, пожалуйста. Отвратительно. Что вам в ней не нравится? Во-первых, маневренность в кульке и то, как ты его чувствуешь, Так, это совершенно разные уровни. так, Во-вторых, в кульке сильно удобнее сидеть. так. В-третьих, на кульке ты не боишься всяких коряк, всяких отмелей из каменистых. Угу. А как же мобильность? Это не Ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой, больно как. Мы, кажется, опять тонем. Вот. Смотрите, какое тут болото. У нас очередная внеплановая стоянка из-за того, что Шуя снова дала вещь. Сейчас будем смотреть, старая это рано или новая. Молния ударила дважды в одно и то же место. Тут нормальный такой пробой, через который люто заливает. Для хорошей приклейки надо, ну, типа, полчаса как минимум. Вот, именно так походы на байдарках по мелководным рекам я себе и представлял. То есть мы идем от препятствия до следующей стоянки, клеимся и идем дальше. Хотя надо сказать, что у Лехи вот та Шуя, она имеет, как он сказал, двойное бронированное дно, да, двуслойное. Говорят, И- у Джеймса Бонда такая. И у него никаких проблем нету. Хотя, возможно, у него нет проблем из-за его опытности. Он все эти препятствия чувствует. И, короче, у него есть этот некий эхолот впереди стоит. Если он видит камень, он просто поворачивает влево-право. обострил свои чувства. Ему просто надоело, короче, останавливаться каждый раз. Люд, ну что, нравится? Нет. Все это делается, чтобы прийти на лагерь, на который мы сегодня не попадем, скорее всего. Очередной ремонт закончен. Мы продолжаем наш маршрут, который неожиданно сократился, наверное, вдвое. Потому что стемнеет через 2 часа. Вот, и мы явно не доходим до места, до которого дойти были должны. Мне речка прям безумно нравится. Она охеренная. То есть, блин, извилистая, завалы, красиво, прозрачная вода. Все с ней хорошо, понимаешь? Кроме одного. Вот это вот говна. Это вот как поездить на BMW и потом сесть в Ладу Весту. Ну да, ездить можно. Кайф ловишь от этого вообще никакого. И мне вот это вот чувство, честно говоря, оно мне прям не нравится. Потому что, типа, поэтому оно мне не нравится.
Нет, если сейчас мы что-то проплываем и видим, то, конечно, останавливаемся, но типа вряд ли она здесь будет. А там вроде как какой-то лес, может быть, будет номинально. Слушай, мы вот Какая точка сейчас? Ну, ребят, ниже будут завалы, я с левой стороны пропилил пусковым перетащик, дальше будет хорошо. Спасибо. Понятно, Хорошо. спасибо. Мы двигались медленно, делая остановки в поисках подходящего места для ночевки, давая возможность догнать нас, нашему отставшему товарищу. Но вместо него нас быстро нагнал местный рыбак, занимающийся подводной охотой. Он шел параллельно нам минут 20, и в конечном счете, не знаю, то ли мы произвели на него приятное впечатление, то ли внушили жалость к себе, но он любезно поделился с нами несколькими ориентирами, по которым можно было бы добраться до его лагеря, оборудованного для личных нужд. Подсказки были несколько расплывчатыми. Лагерь располагался на левом берегу, примерно в 1,5 километрах ниже по течению, и с воды его фактически не было видно. В качестве единственного ориентира он указал на березу, или березы, в общем, не перепутайте, сказал он. И я поплыл вперед на разведку. Критически мало времени осталось до захода солнца. Очень грустно. Стоянки все не видать. Попробую здесь где-нибудь выйти, походить, посмотреть, может что-то увижу. Не знаю, я уже точно прошел 1,5 километра. Березы вроде есть, но никакой стоянки тут нет. Вот. Непонятно, что с этим делать. Такое поле огромное. Как будто бы по логике стоянка может быть вот у той кромки леса. Может быть, я чуть не дошел до нее. Или у этой кромки леса. Охренеть. Ну, короче, кайф. Вот это место, про которое говорил этот рыбак. Ну, это, конечно, совсем не 1,5 километра. Вон, кстати, там Нива едет. Это, возможно, он и есть. Не факт, конечно, что это он, но очень может быть. Ну, беседка, конечно, номинальная. Но беседка. То есть стол есть. Есть, Да, поколем есть. сейчас. Отлично. Ну, тут, конечно, не 1,5 километра. Тут километра 2,5-3, наверное, было. Нет, ну я-то прямое имею. Спасибо огромное, очень помогли, прям, ну, нереально. Да. Вот Денис мы застряли. Мы застряли. Вот там Лёха. А вот такой завал. Тут какая-то гниль плавает. Сейчас будут обносить. Блин, тут одна веточка. Ладно. Все хорошо, практически. Сейчас будем пытаться развести огонь. супер классное сегодня выдалось утро. Теплая погода, где-то, наверное, 23 градуса, да, ровно 23 градуса сейчас. Не жарко и не холодно. Есть легкий ветерок, прям все супер идеально. Вчера, кстати, на реке мы встретили мужика, который занимался подводной охотой. И на протяжении нескольких километров он, по сути, по колено в воде шел с нами. То есть мы шли на каяках или на байдарках. По реке. А он шел
рядышком с нами. И он нам так порционно, кусочками скармливал на лодке. Где лучше встать, там, условно, ребята, через 100 метров вот там поляночка будет ровненькая, да. И этот дядька, он до последнего не вскрывал карты. То есть, видимо, под конец, когда ему уже нас стало искренне жаль, потому что начало смеркаться, ему стало нас жалко, и он скормил нам наводку на эту стоянку. Потому что сами бы, без его наводки, мы бы до нее точно не дошли. А сейчас мы уже почти полностью собрали вещи, готовы, я думаю, в течение 15 минут стартануть. Я надеюсь, вот эти двое динозавров не верят, мы не верим. А еще расскажи, минус этой стоянки на самом деле всего один, и вот его можно зреть вот здесь. И он у меня на ноге. Да. Много минусов. Нет, тут невозможно. Да хорош ты, господи, что ко мне пристал, ты что противный какой. Вот, а еще прикол в том, что Люда очень боится этих муравьев, и когда их замечает, убегает на другой конец стоянки. Поплыли, я не хочу больше здесь находиться. Я в лодку. У нас тут Роман Николаевич только начал выдавать базу по поводу многочисленных преимуществ байдарок перед каяками. Давайте его послушаем. Байдарки мобильные, проходимые, можно взять их в рюкзак, сесть на электричку, уехать туда, куда ты не доедешь на машине, хранить их легко и удобно в гараже, в доме, в квартире. Люда, ты вот чувствуешь, какая жара? Я кайфую. Она кайфует. Вот когда жарко, вообще нормально на воде. Как только солнце зашло, сразу стало моментально холодно, и я просто околела в ледяной воде. Блин, меня вчера дед напугал, который тут был на реке. Конечно, пугает, что человек ходит тут годами, занимается какой-то рыбалкой, знает каждый поворот, каждый кустик. Не знаю, я бы так не стала делать. Я бы лучше сидела в интернет-магазине на Ламоде, шмотки выбирала. Чем ходила вот тут по лесам по ночам. Что-то прорубала. Давай ты проходи и скажи, где лучше. Ну а как, блин, тебе терять нечего, у тебя каяк. Леха отправил меня пройти и посмотреть, где лучше. Вести слева или справа? А? Еще раз? Ничего не слышу. По центру херач. Стрёмно. Стойте! Давай я тебе попробую толкнуть этот самый кормут. Лёх. Ну нормально проскочили. Это мои первые пороги, да? Пока вода не начала появляться внутри лодки. Хороший такой перекатик. Прям взбодрил. Дэн, расскажи, пожалуйста, как на шуе проходятся перекаты? Слушай, на самом деле мы конкретно прошли нормально, но мы прошли, потому что мы шли последними и впитали весь опыт проходящих. Предшественников, да. То есть, если бы мы шли первыми, мы бы налетели на камень, так же, как Леха, и ну, это было, закончилось бы Ну, примерно Леха, так. кстати, так нормально развернул, да? Там, Да, дал да, да. Была извилистая река, и много радости дарила. Вперед неслись два каяка, шуя предательски травила. Была погода идеальна, и ветер с листьями играл. Мы приключений очень ждали, и встретил нас речной завал. Макс, вогнув спину,
словно кошка, нырну под низкое бревно. И повторить так грациозно не сможет среди нас никто. Пока Дэн впихивал байдарки в проем размером со стакан, коварный лях в неразберихе к жене Дениса приставал. Царь понял дело очень плохо, тараном не пройти, поэтому, как самый умный, решил по берегу пойти. И вскоре все дороги слились в один речной поток, по-своему тернистые тропы, виден для всех итог. Извилистая, лисичка. Белиссимо. По мнению Люды, самый главный плюс этой реки, то что здесь полное покрытие Wi-Fi, лучше, чем на некоторых станциях московского метро. Она сейчас только что заказала мойку в свой загородный дом. Люта, кого ты хотела поймать? И забрать его домой. Он выживет? Его можно домашний или он вредит? Уважаемые подписчики, пожалуйста, сообщите, как вы думаете, если поймать утенка в дикой природе и одомашнить его, выживет ли он дома? Превратится ли он в курицу и будет ли нести яйца? Золотые. Может ли он стать домашней уткой? Может ли он стать круглым лайдаком? Вот это было бы круто. Мы как раз приближаемся к месту, на котором мы по плану должны были вчера оказаться вечером и ночевать. И здесь вроде бы должна быть стоянка, достаточно неплохо оборудованная. Но эта информация не точная, и на случай, если мы соберемся еще раз на эту реку, а мы по-любому сюда еще соберемся в следующем сезоне, нам нужно выйти и разведать эту обстановку. Действительно, есть ли здесь стоянка и стоит ли на нее рассчитывать. Может быть, мы чуть-чуть до нее не дошли, просто мы нашли пляж с каким-то вменяемым условным выходом. Она вот типа вот там. Может быть, стоит проплыть или вот здесь тропа туда идет. Непонятно. Пробуем дойти. Здесь прям есть протоптанная тропа. Явно она здесь не просто так. Мне кажется, Макс и по сложному пути пошел. Вот, подъем. А, нет. Ну, что-то проруб шит такой, нифига себе, смотрите. Тут как нора какая-то. Зачем это сделано, непонятно. Так, ходим, ищем. А, это бобры, наверное, все такое прокопали, потому что вот они тут орудуют активно. Офигеть, тут прям офигеть. Куча, короче, деревьев. И вот такие вот тропы, это, судя по всему, бобровые тропы, а не человеческие. Офигеть. Да их тут такая огромная семья ходит и таскает постоянно бревна. И из-за этого здесь образовались такие вот протоптанные дорожки. А у нас тут как раз с осмотра вернулся Макс, и мы спросим его. Макс, Да. пахнет ли там обещанной стоянкой? Там пахнет бобрами. В общем, не удалось найти стоянку, вернее, я точно был на нужном месте, но в этом месте нет стоянки, там, вы сами видели, там такой полукруг естественный. И место прям подразумевает какое-то место для ночевки, столик, стульчики, ну нет ничего.
Макс пошел справа, Сань, ты Слева, не, я слева пойду, там вот перекатик этот, и там как раз слева будет подъем песчаный наверх, как он и есть. А, тут такие эти самые приколюхи. Oh shit. Here we go again. Появились первые водные транспортные средства местных. Немного пошире, чем каяк, конечно. Домики стоят. Ну ладно. Посмотрим, как профессионалы проходят. Вот это приколюха. Это конец маршрута. Друзья, вот наш сплав по реке Вытебедь. Мы наконец-то смогли узнать, как она называется. Вот так называется река, по которой мы ходили. Подошел к концу. Эта река, безусловно, попадет в наш топ, это 100%, потому что на ней были завалы, на ней были обносы, чистая вода. Песчаные берега, практически кисельные. Места на самом деле глухие. То есть, Да. если посмотреть на карту, да и в самом ролике вы видели, что единственное поселение, которое мы проплывали, где были видны дома, это уже на самом финише, то есть на отметке 26 километров. До этого не было никаких Леса. населенных пунктов. Лес и поле, да. В этих местах 100% водится живность. Мы видели лису, когда ехали сюда с Максом. Она должна была попасть на камеру. А еще это был очень нестандартный поход, потому что он был нестандартным составом. И для меня, например, он был на нестандартном плавсредстве, потому что это первый опыт на байдарке Шуя 2. Не могу сказать то, что она запала мне в сердце. Я думаю, канал по каякам Называется не просто называется так. не просто так. И он никогда точно не будет По байдаркам. переименован по байдаркам. У меня эта речка в этом сезоне, наверное, топ-1. То есть именно как река, как сплав. Может быть, мне некоторые реки Сирена мне понравилось, наверное, больше именно как сплав. Совершенно точно мы сюда вернемся уже в стандартном, надеюсь, полюбившемся вам составе. Рома, Денис. и Макс. И пройдем это на каяках. Да. Поэтому, дорогие друзья, спасибо, что вы смотрели. Подписывайтесь на канал. Не забудьте поставить лайк, если вам понравился этот ролик. И, пожалуйста, напишите комментарий от 5 слов. Это очень помогает продвигать ролик в YouTube. А еще мы читаем каждый комментарий и на каждый комментарий отвечаем. И именно на эту реку мы попали благодаря подписчику нашего канала. Большое тебе спасибо, дружище. От Речка всей души. просто колоссально крутая. Вот, посылаем тебе лучших любви и добра. Да, это тебе, дружище. Спасибо. А вам, ребята, спасибо, что смотрели. До новых встреч. Пока. Пока.